Здорово, народ! 23 августа на коллегии Минобороны России обсуждались перспективы размещения войск на Курильских островах. В частности, было заявлено, что в 2018 году на Чукотском направлении будет сформирована дивизия береговой обороны. О создании единой системы береговой обороны от Приморья до Арктики заявили еще в прошлом году. По словам министра обороны РФ, это необходимо для обеспечения контроля проливных зон Курильских островов и Берингового пролива, прикрытия маршрутов развертывания сил Тихоокеанского флота в дальневосточной и северной морских зонах, а также повышение боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил при выполнении поставленных задач. С апреля по июнь 2016 года совместно с Русским географическим обществом военные провели экспедицию на острова Матуа и Парамушер, входит в Курилы, во время которой изучили возможность размещения там войск. Участникам было проведено обследование взлетно-посадочной полосы острова, развернуты мобильные аэродромные комплексы и аппаратура для обеспечения передвижения летательных приборов, расчищена дренажная система аэродрома. Завершена подготовка площадки для посадки на него вертолетов любых типов. Аэродром имеет две полосы длиной более 1200 метров и шириной 80 метров с бетонным и асфальтным покрытием. Находится в средней части Курильской гряды. Он один из самых небольших в составе гряды. Длина около 11 километров, ширина 6,4. От Матуа до севера Курильска на острове Парамушер 370 километров. До города Курильска на острове Итуруп 513. В начале Второй мировой войны японцы превратили остров в мощную крепость, в дополнение к естественным укреплениям, роль которых сыграл рельеф. 26 августа 1945 года остров освободили советские войска Первого Дальневосточного фронта. В советские годы там были развернуты соединения пограничных войск, однако с начала 90-х годов Матуа был необитаемым. Сложности в освоении острова прежде всего связаны с суровым субарктическим климатом и опасностью землетрясений. На острове находится множество фортификационных сооружений, шахт, гротов, две взлетные полосы, которые подогреваются термальными источниками, дорога к вулкану. До сих пор неизвестно, куда делось огромное количество техники и боеприпасов, приготовленных для отражения советских войск, и куда делись 2/3 гарнизона, который находился на острове. В рамках планируемого укрепления восточных рубежей российское военное руководство намерено создать на острове новый пункт базирования сил Тихоокеанского флота. Курильские острова – часть большой арктической дуги обороны, протянувшейся от Владивостока через Курилы, Сахалин, Камчатку, Чукотку и дальше на восток, через мыс Шмидта, остров Врангеля, Новосибирские острова, архипелаг Северная Земля, Новую Зеландию, землю Франца Иосифа с островами Земли Александры и до полуострова Рыбачий и норвежской границы. Эта дуга необходима для защиты российских минеральных и рыбных ресурсов в Охотском море и Арктике, обеспечения безопасности Северного морского пути, а также для воспрепятствования военной деятельности в акваториях России, надводных и подводных флотов иностранных государств. Эта защита в том числе и отечественных стратегических средств ядерного сдерживания, размещенных в Сибири, которых вероятному противнику не удастся достать своим высокоточным вооружением как из Средиземного и Черного морей, так и из Тихого океана. Поэтому обустройство военных гарнизонов на Курилах и Чукотке, размещение там береговых оборонительных комплексов – составная часть этой очень важной задачи. Пристальное внимание к Тихоокеанскому региону в последнее время обусловлено тем, что Соединенные Штаты стали проводить в этом регионе особо агрессивную политику, направленную в том числе на ослабление и российских оборонительных возможностей. В качестве одного из примеров создание на западном побережье США позиционных районов ПРО, усиление присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе американского флота с многоцелевыми авианосными группами и атомными подводными лодками со стратегическими ракетами на борту, а также приближение к российским берегам американских эсминцев, вооруженных системой ПРО «Аегис» и крылатыми ракетами большой дальности «Томагавк». Также немаловажное значение приобретает тот факт,
что в Москве разочаровались в глубоко неискренних и даже лицемерных высказываниях правителей американской администрации о налаживании партнерских отношений с нашей страной. Поэтому стали выделять больше финансовых средств на укрепление обороноспособности государства, в том числе и на защиту северо-восточных рубежей, усиление возможностей Тихоокеанского флота России, а также сил береговой обороны, войск противовоздушной защиты на Курилах, Сахалине и на Камчатке, как, впрочем, и на островах и архипелагах Северного Ледовитого океана, станет гарантией надежной защиты российских национальных интересов в этом регионе. Вооружение региона. В 2016-2017 годах войска и соединения Восточного округа ВВО получат более 700 единиц вооружения, военной и специальной техники и новейших технических средств, в том числе около 60 самолетов и вертолетов. Ожидаемые поставки: самолеты Су-35, Су-34 и Су-30СМ, вертолеты К-52, К-27 и Ми-8 АМТШ, боевые надводные корабли, оперативно-тактические комплексы Искандер-М, береговые ракетные комплексы Бал и Бастион, зенитно-ракетные системы и комплексы С-400, Панцирь-С, Тор-М2У и Верба, реактивные системы залпового огня Торнадо-Г, беспилотные летательные аппараты Орлан, Элерон и другие виды техники. Темпы перевооружения, взятые в 2015 году, практически сохранятся. Доля современных образцов вооружения ВВО составила 31%. Всего в прошлом году было поставлено свыше 850 единиц техники. Среди них ракетный подводный крейсер стратегического назначения Александр Невский проекта «Борей», бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М, зенитно-ракетные системы и комплексы С-400, Триумф, Верба, реактивные снаряды, системы залпового огня Торнадо-Г, комплексы связи и радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты. В декабре на боевое дежурство впервые заступили новейшие истребители Су-35С. Вот вкратце о ситуации с Восточным округом. С вас, как всегда, лайк и хороший коммент. Либо срач, как вариант. С удовольствием почитаю ваше мнение. Спасибо за поддержку, армия. Не забываем подписаться на канал, если уважаете вооруженные силы. С вами, как и всегда, было слегка контуженное искусство войны. Спасибо за внимание, друзья. До встречи.